Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». В этом ролике мы с вами подкорректируем прогноз доллар-рубль. Он нам нужен в практических целях для определения среднесрочной структуры сбережений в разрезе золото, рубль, доллар и для управления ей. Два последних ролика, часть первая «Золото, доллар, рубль. Как сохранить стоимость» и выполнение прогноза золото-доллар и текущий ролик. Это подводка ко второй части ролика о структуре сбережений. Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Напомню, что мы с вами уже рассмотрели взаимную долгосрочную и краткосрочную динамику золота, доллара и рубля. Обобщая весь предыдущий материал в первой части ролика о структуре сбережений, мы определили, что наиболее эффективный, то есть более выгодный результат получается тогда, когда деньгами, по крайней мере, инвестиционными, то есть на долгосрочном и среднесрочном горизонте, мы с вами считаем золото. То есть, когда наша нулевая или нейтральная позиция – это позиция в золоте. А позицию в какой-либо валюте, ее депозите или в другом активе мы считаем инвестицией из золота. И принимая решение о закрытии этой позиции, то есть о завершении инвестиций, мы на самом деле просто возвращаемся в золото. Это самый консервативный. И как мы с вами выяснили в предыдущих роликах, по крайней мере на примере недвижимости, на примере инвестирования в золото, самый безопасный и доходный вариант поведения. Ссылка на эти ролики сейчас на экране, в тайминге ролика и в его описании. Я говорил об этом ролик назад. И немного в другом ракурсе повторяю эту мысль сейчас с одной целью. Психологически воспринять это не совсем просто. Поэтому я доказываю это на консервативных примерах и пытаюсь убедить вас в этом с рациональной точки зрения. Потому что изменение искусственных ложных стереотипов должно идти не от слепой веры в утверждение какого-нибудь новоявленного гуру, а от понимания их неверности и ложности, то есть через осознание. Прежде чем перейти к анализу выполнения и корректировки прогноза доллар-рубль, коротко глянем два других прогноза данных в том ролике. В том ролике мы с вами корректировали, имеется в виду ролик прогноза доллар-рубль предыдущий. В том ролике мы с вами корректировали прогноз по золоту в долларе и давали прогноз по нефти. Напомню, что эти прогнозы делали с нами в феврале в ролике доллар-рубль, прогноз на 2-3 месяца и 2-3 квартала на февраль 2023 года. Ссылка на него сейчас на экране под этим роликом и в его тайминге и в списке упоминаемых роликов. В том ролике мы корректировали прогноз золото-доллар. Это была коррекция прогноза золото-доллар от декабря 2022 года. Анализ его исполнения в предыдущем ролике мы делали в предыдущем ролике. Я подзабыл, что делал в феврале эту корректировку для золота в долларе. И не учел ее при анализе прогноза золота в долларе в прошлом ролике. Но если эту февральскую корректировку прогноза золота в долларе учесть, то выполнимость прогноза золота в долларе будет еще лучше, чем та, которую я обозначил в предыдущем ролике. Критерий начала коррекции золота к доллару, который был дан в прошлом ролике, то есть пробой вниз уровня 1977 долларов, выполнен. Поэтому вероятность коррекции золота вниз к тем уровням и в тех временных рамках, которые были даны в предыдущем ролике, еще больше увеличилась. Также в ролике последнего прогноза доллара к рублю в феврале я делал прогноз по нефти. Ссылка на этот ролик только что была на экране и есть в тайминге к этому ролику и в его описании. Там я прогнозировал, что Лайт завершит коррекцию в апреле на уровне 65-68 и Брент также в апреле, но на уровне 65-73. Лайт достигла уровня 65 чуть раньше, в конце марта, на неделе 20-24 марта.
Бренд достигла уровня 70 также в конце марта и тоже на неделе 20-24 марта. То есть прогноз падения реализовался на пару недель раньше. Я корректирую прогноз по нефти. Нефть находится в зоне разделения сценариев. Диапазон разделения этих сценариев – диапазон последних 3 месяцев. Февраля, марта и апреля. Сценария 2. Либо стабилизация в этом диапазоне в ближайшие 2-3 квартала и выход из этого диапазона вверх к новым вершинам. Критерии разделения развития этого сценария. Колебания цен в диапазоне 3 последних месяцев. С пробоем их максимума, но не ранее, чем через 2-3 месяца. Этот сценарий менее вероятен. Более вероятным является продолжение коррекции вниз роста цен с начала 2020-2022 года. Мы с вами еще не разбирали нефть и газ подробно и пока не смотрели их в золоте. И утверждая, что начавшееся с 2022 года падение нефти – это коррекция роста с 2020 по 2022 год, я слегка забегаю вперед. Но когда мы разберем нефть и газ и посмотрим их в золоте, вы увидите, что это действительно так. И что рост нефти и газа с 2020 по 2022 год – это только первая волна в предстоящем ближайшие как минимум 10-15 лет в глобальном росте нефти. Имеется в виду нефти в долларе. Критерий увеличения вероятности сценария продолжения коррекции нефти вниз – это пробой вниз минимум последних 3 месяцев. Это 70 долларов для Брента и 64,3 доллара, то есть и 30 центов для лайта. Как я уже сказал, вероятность продолжения коррекции нефти вниз более высокая, чем консолидация и уход вверх. Если будет реализован названный выше критерий продолжения коррекции вниз, то по моим результатам анализа и моделирования ситуация падения нефти продолжится. При этом начнет происходить постепенное расхождение сценариев поведения нефти Brent и нефти Light. Легкая американская нефть будет падать чуть дольше и, похоже, ниже, чем нефть европейской марки Brent. В Light в случае реализации критериев приложения реализации вниз, о которых я сказал чуть раньше, я ожидаю еще как минимум 2-3 тактов снижения. Но потенциал падения не велик. Сейчас на экране публикация в Дзене графического материала к этому ролику. При выполнении названных критериев продолжения коррекции нефти Light вниз я ожидаю по нефти Light 61 плюс-минус 5 долларов примерно в июле, 54 плюс-минус 5 долларов, 54 плюс-минус 5 долларов примерно в ноябре и 48 плюс-минус 5 долларов примерно в феврале-марте 2024 года. Первая цифра, как обычно, указывает середину зоны консолидации, а цифры плюс-минус, вот эти, указывают примерную ширину зоны консолидации. По нефти Brent в случае реализации названного выше критерия продолжения коррекции вниз я ожидаю как минимум двухтактного снижения. Минимум будет выше, чем у нефти Light. В Бренте в этом случае я ожидаю как минимум 2 тактов снижения до 60 плюс-минус 5 долларов примерно в июле-августе и 55 плюс-минус 5 долларов примерно в ноябре-декабре. Относительно небольшие падения и широкие пересекающиеся зоны колебаний указывают на то, что движение нефти будет носить преимущественно характер коррективной волны. Такое сильно колебательное движение, скорее всего, будет отражать попеременное воздействие на нефть периодических повышений ставок по доллару и сокращение добычи ОПЕК+. Как вы видите, во-первых, до октября-ноября Brent и Light идут примерно синхронно. Вот. Но Brent наиболее вероятно будет падать с некоторым отставанием. Сначала новый минимум будет показывать Light,
а потом примерно в это же место чуть выше, но чуть выше будет подходить Brent. То есть разрыв цен между Light и Brent будет сохраняться, но постепенно Brent будет становиться более дорогой, чем Light. Спред между ними будет расти. Во-вторых, после ноября-декабря есть вероятность, что сценарии поведения сортов разделятся. Цены на Brent, похоже, застабилизируются в районе 55, а Light продолжит снижение до первого квартала 2024 года. До сюда. То есть начнет расти разница между сортами нефти. Максимум в 20% разницы в стоимости между сортами не достигала в начале десятых годов. И потом очень краткосрочно поднималась выше этого значения. Очевидно, что это общая стратегия глобалистов по выстраиванию иерархии по доступности энергоресурсов, соответственно, иерархии цен на энергоресурсы в различных зонах. В этом смысле большинство современных аналитиков неверно пытаются прогнозировать механизмы создания и структуру будущих зон. Все они, включая и наших, исходят из каких-то крайне субъективистских предположений и попросту выдумывают валютно-финансовые и торговые хотелки. Мир распадается не на валютные, а на энергетические зоны. Он в условиях дефицита распадается на зоны по доступности ресурсов и в первую очередь энергоресурсов. Эта доступность определяется географией и геологией. Запад будет пытаться корректировать ее протекционистской, санкционной и военной силой, но не достигнет успеха на этом поприще. А название ходящих по энергетической зоне денежных знаков будет означать лишь одно. Штаны и лампасы какого цвета в этой зоне будут обозначать начальников. И как правильно делать Q. Если кто не совсем понял этот пассаж, смотрите старый советский пророческий гениальный фильм «Кинзадза». В этом смысле инициирование Штатами роста цен в Европе и Азии на газ до уровня существенно выше, чем в США, и есть именно этот процесс. Европе и Британии глобалисты в лице Штатов отвели роль следующих папуасов. И теперь расхождение цен на Brent и Light – это просто продолжение процесса развода цен на газ. Сейчас газ в Европе стоит в 5-7 раз дороже, чем в Штатах. Штаты бабунизируют Европу и Британию не из-за того, что не любят их. Просто они через удорожание энергии будут поглощать полезные и вкусные части их экономик. Ничего личного, просто бизнес. Пардон, евроатлантическая серпентариальность. Типа, если можешь на этом заработать, то топи, товарища. Место, чтобы топить много, целый Атлантический океан. Ковидные маски, ИВЛы и вакцины не дадут соврать. Полноценно и долгосрочно сильно развести европейские и азиатские цены на нефть и газ с американскими сложно, если не взять под контроль или для начала не дестабилизировать Россию, Ближний Восток и Венесуэлу. Политикой Европы в этом контексте управляют группы, аналогичные нашим приватизаторам 90-х. Они на этом переделе собственности в Европе полагают стать представителями новых собственников из-за океана. Примерно как часть наших олигархов, появившихся на приватизации. И нет в их действиях никакой глупости. Они, как наши приватизаторы, рвавшиеся оттолкнуть от корыта собственности и бюджетов предыдущих бенефициаров. Последствия этого в Европе будут, пожалуй, похлеще наших 90-х. В контексте увеличения разницы цен на нефть в Европе и Азии от Штатов необходима еще большая дестабилизация России, Ближнего Востока и Венесуэлы. Это то, что должно усилиться к концу года, чтобы увеличить эту разницу цен. Анализ и моделирование цен сортов нефти пока показывает высокую вероятность этого, но пока только вероятность. Китай, Россия, Индия и страны ОПЕК+ очень эффективно этому противодействуют. Ключевой элемент в этом противодействии – это наше СВО. И нужно четко и правильно понимать тактику этого боя России в Северном Причерноморье. Наш противник не небольшая Украина, а весь здоровенный, заплывший жиром Запад. С таким противником нельзя в начале боя идти в сближение или в размен ударами.
Президент абсолютно прав. Нужно танцевать на дистанции, изматывая большого противника, его собственное движение, сближаясь только для коротких атак. На фоне непосредственно военных действий нужно создавать противоречия в лагере противника, стимулировать кризисные явления, укреплять свои союзы. Показывать свою коронку, пока противник, особенно такой большой, не подустанет, нельзя. Завершающая атака должна быть молниеносной с включением всех ресурсов. И начинаться тогда, когда шансы на успех максимальны. Главный удар будет не военный, а политико-экономический. А военное поражение Запада в СВО многократно увеличит его силу. Сун Цзуй одобрительно кивает головой. Британия, как ей положено, ведет собственную игру. Цель – оседлать барьер в снабжении Европы ресурсами и стать управляющей компанией этих потоков. Если для штатов Европы только масло, то Британия хочет сделать из нее и хлеб, и масло. Для этого из Польши, Прибалтики, Чехии, Украины, Румынии и Болгарии строится вал от можа до можа, так он будет называться. Именно для создания хаоса англичане втянули Штаты в конце прошлого века на Балканы и Украину, понимая, что в конце концов это приведет к их конфликту с Россией. Для углубления этого конфликта, а значит для наращивания хаоса в Восточной Европе, британцы взорвали потоки и подставили под это Штаты. Именно поэтому Байден не поехал на коронацию. А как вы думаете, для чего в Николаеве была британская военно-морская база по подготовке подводных диверсантов, которую после взрыва потоков мы разнесли? Могли бы и до, но очень важно, что разнесли после. Такое ощущение, что британцы под нашим контролем стрельнули себе в ногу. И чем теперь закончатся разборки за подставу со Штатами, непонятно. Чтобы взять контроль над Черноморскими проливами, англичане сейчас пытаются свергнуть Эрдогана. Цель – создание хаоса для блокировки проливов и взятие под внешний контроль трубопроводов. Это наглядный пример руководителям Центральной Азии. Они англичанам нужны только для того, чтобы в определенный момент заменить их на более послушных и подконтрольных идиотов. Примерно как Зеленский. Казахстан начала 2022 года – неудавшаяся англичанам попытка такой процедуры. А Великий Туран, которым им и Турции морочат голову, это такой же забор, как и от можа до можа, чтобы отгородить от ресурсов России Китай и Индию, а им, в свою очередь, создать пропускную систему на рынок Европы. В этом смысле пресловутый Большой Туран – это реинкарнация большой игры Британии в XIX веке, но только без тех ресурсов половины мира, которые у нее тогда были. Поэтому единственная цель – не взять под экономический контроль, а только создать препятствия, то есть построить забор. А для того, чтобы быть забором, не нужен рост экономики, достаточно хаоса. Хаос – это и есть тот строитель, который из обломков экономики строит забор. Пример – последние 150-200 лет истории Афганистана. Третья линия англичан для контроля над поставками в Европу ресурсов – попытка усилить контроль над Гибралтаром, Средиземным морем и Суэцким каналом. Именно для этого дестабилизируется Северная Африка, Турция и подготавливается к взрыву Израиль. Тем более, что Израиль – это послевоенный антибританский проект, выкроенный из Палестины, полностью тогда подконтрольной Британии. Ресурсов у Британии ни интеллектуальных, ни экономических, ни технологических для создания более привлекательной реальности в этих зонах, чем есть сейчас, нет совсем. Нет даже военных ресурсов для установления контроля и принуждения. Но самое главное, нет того техноэнергетического превосходства, которое было в XIX веке. Но немного осталось слабоумия и отваги, густо покрытых жадностью и тщеславием. Но для излечения этого недуга есть калибры и гиперзвук. Кабинет доктора в Северном Причерноморье. Поэтому единственный сценарий, который реализует Британия – создание через хаос барьеров и контроль над небольшим количеством проходов через него. То есть контроль над морскими проливами и создание на суше переходов в море хаоса. Это типичная базарная логика XIX века. Она в корне отличается от стратегии России, которую реализует наш президент. Россия идет по пути создания большого количества ресурсно самодостаточных и в первую очередь энергонезависимых регионов.
для которых не будет необходимости в большом товарообмене и торговле. Эти макрорегионы в большой степени будут самодостаточны и энергонезависимы. Это возможно только на основе технологической базы новой техноэнергетической эпохи. Только она может позволить полноценно развернуть пятый и шестой технологические уклады. На базе старой техноэнергетической эпохи предел развития разлагающийся сейчас Запад, подпертый неоколониализмом. Это прямой экспериментальный факт. Китай и Индия без точно такого же неоколониализма на уровень Запада не выйдут. Но с учетом их истории, ментальности и современных условий, такой путь для них маловероятен. Другое решение – это та стратегия перехода в новую техноэнергетическую эпоху, которую предлагает Россия в лице нашего президента. Основная и фатальная ошибка англичан в том, что они не понимают фундаментальной материалистической причины своих успехов в XIX веке, которой нет сейчас. За слабоумием и отвагой, селектированных колониальными и междоусобными войнами XV-XVIII веков, в XIX веке стояло техноэнергетическое превосходство, которого нет сейчас. То же самое происходит и со Штатами с начала 60-х годов прошлого века. Его нет по причине интеллектуально-технологического упадка. Причина этого упадка – идеалистическо-субъективистское мировоззрение, выразившееся в ультралиберализме. Именно поэтому единственная возможная стратегия для Британии – создание хаоса. Это старая стратегия второй половины XIX – начала XX века, когда и началась потеря их техноэнергетического превосходства. И с тех времен и появилось выражение «англичанка гадит». Но скоро британская рыжая шевелюра примелькается в местах возникновения хаоса, и по месту ее произрастания начнут просто бить. Крайний вариант – взрыв немцами или французами тоннеля под Ла-Маншем, новая континентальная блокада Британии и раздел Польши, деколонизация штатами Канады, Австралии и Новой Зеландии. И как вишенка на торте С-400 калибра гиперзвук в Ирландии, аргентинский флаг над Фолклендскими островами и испанский над британской военной базой в Гибралтаре. Общая падающая динамика нефти является следствием развития кризиса платежеспособного спроса, то есть способности приобретать нефть за собственные средства. Поэтому повышение ставок, которое продолжится и в дальнейшем, ведет к увеличению падения спроса, то есть к ускорению падения спроса. Шаманские игры с дефолтом США лежат в этой же канве. Они увеличивают экономическую неопределенность и, соответственно, вероятность снижения спроса на ресурсы, а значит и снижение цен. Напомню, что у администрации штатов висит огромная позиция в понижении. Они продали циклопический объем нефти из резервов. И теперь давят рынок нефти вниз, чтобы закрыться по более низким ценам. Вокруг этой продажи американских нефтяных резервов мог выстроиться целый пул игроков в понижение нефти. В первую очередь из числа финансовых спекулянтов, традиционных союзников демократов. Большинство из них, полагаю, уходят корнями в британские офшоры. Наиболее вероятная схема там примерно такая. Какие-то бойцы финансового фронта под песней о необходимости снижения инфляции открылись против нефти в начале 2022 года, потом подбили за долю малую администрацию Белого дома на распродажу резервов и теперь нагибают ФРС на подъем ставок. Это гробит производителей и заемщиков в Штатах. Но у пацанов бизнес. Ничего личного. Рыночек решает. Продажа нефтяных резервов в Штатах – это просто очень крупная игра в понижение в охоте за энергетическими активами на всей планете. Но от этой игры в понижение стонут производители нефти в США и особенно сланцевики. У них и так самая высокая себестоимость добычи нефти, которую в последние пару лет еще очень сильно приподняла и инфляция. Аналогичная ситуация и в газе. Полагаю, что именно производители нефти и газа разгоняют волну коррупционного компромата на Байдена. Поскольку дальний прицел у повышения ставок – передел собственности в нефтянке и энергетике. Генерирование кризиса и падение цен на товары и активы
общая линия глобалистов и способ осуществления глобализации через поглощение. Глобализация в трактовке финансового ростовщического капитала – это монополизация мировой экономики через поглощение, осуществляемое на долговых банкротствах. Снижение цен и рост ставок просто ускоряют их. Более подробно об этом я писал в публикации «Финансовый капитал, поднимая процентные ставки, ускоряет мировой экономический кризис как основной инструмент глобализации». Ссылка на эту публикацию под этим роликом в его описании. Мы с вами еще не работали, не разбирали подробно картину нефти, поэтому то, что я сейчас говорю, может выглядеть достаточно абстрактно. Но в следующем ролике мы с вами определим структуру сбережений и долгосрочного корпоративного капитала. В разрезе золота и фиатных валют. И составим правила управления этой структурой. А после этого возьмемся за нефть, газ и прочие фондовые рынки. Когда мы с вами посмотрим на цены нефти в золоте и в долларе, все, что я вам сейчас говорил, станет просто и очевидно. Потому что те, кто управляют этими процессами, иначе чем через золото и энергию, на экономический мир не смотрят. Поэтому, чтобы не пропустить следующие ролики, подписывайтесь на наш канал. Отступление по нефти в контексте основной темы ролика, корректировки прогноза доллара к рублю, не было просто моей прихотью. Рубль через структуру доходов нашего бюджета достаточно сильно связан с нефтью и газом. Поэтому сильные колебания на их цены, по крайней мере, в средней и долгосрочной перспективе, оказывают существенное влияние на курс рубля к доллару. В этом смысле динамика цен на энергоносители и другие сырьевые товары – единственный, но существенный фактор влияния на устойчивость нашей экономики. А значит, на стабильность рубля и общественно-политической ситуации. Как я уже говорил в ролике «История рубля к золоту», родоначальником этой зависимости является Хрущев, начавший разрушать многоукладность сталинской экономики. А приватизационные олигархи-бабуины, его идейные наследники. Прицел Штатов на конец года в давлении на цены энергоносителей и сырья через ставки и игру с собственным дефолтом очевиден. Одна из важнейших целей – попытка в условиях СВО и падения цен на существенную долю нашего экспорта дестабилизировать под президентские выборы экономическую и политическую ситуацию в стране. И попытаться в случае удачи разыграть Майдан-цветной сценарий. Вам, наверное, очевидно, что Запад не даст Зеленскому соскочить с войны, по крайней мере, до весны следующего года или до его полного разгрома. На СВО завязана не только наша внутренняя ситуация, но и в определенной мере американские выборы осенью 2024 года. А в общем-то и вся стратегия осуществления поглощения мировой экономики Западом. Поэтому нужно четко понимать, что простых решений типа взять и разбомбить в этом военном конфликте просто нет. А зерновые и аммиачные сделки – это только видимые элементы реальной картины борьбы. Мы с вами ее по большинству элементов не видим и много чего не знаем. Поэтому рекомендую вам с большой осторожностью относиться ко всем обиженным критикунам и несгибаемым борцам за вселенскую истину в последней инстанции. Мы воюем, и все, что мешает этому, это предательство. А поскольку полной картины нет ни у кого, кроме президента и его ближайшего окружения, то иногда лучше помолчать. Это вопрос доверия. Лично я, человек, который поставил на кон за Россию и наше будущее собственную жизнь, верю. В этом контексте, который я описал, курс рубля к доллару, а в общем-то и к золоту, это только следствие и трактовка того, что происходит. Но, к счастью, даже не зная всех фактов и деталей, с достаточной достоверностью прогнозировать курс рубля мы с вами можем. Поэтому перейдем к основной теме ролика – корректировки прогноза курса рубля к доллару на ближайшие пару-тройку месяцев и кварталов. Но начнем мы с вами с анализа реализации предыдущего прогноза. Для этого перейдем к графику доллар-рубль. Очень быстро я проговорю глобальный контекст двух долгосрочных сценариев, в рамках которых мы с вами строим среднесрочные прогнозы. Это два наших долгосрочных сценария. Мы смотрим их из публикации в Дзене графики к
роликом «Рубль-доллар. Прогноз на 20-25 лет. Первая, вторая и третья части». Ссылка на эту публикацию под этим роликом, в его тайминге и в ссылках к ролику. Если вам удобнее смотреть графики на сайте, а не с камеры, тормозните ролик и откройте этот график. Первый сценарий условно сине-зеленый. Вот он. Более плоский и растянутый. Второй условно зеленый зигзаг. Раз. То есть вот он. Раз, два, три. Это волна Б. Пятая. Он более короткий, но более широкий по колебаниям. Подробно эти сценарии и критерии их разделения мы рассматривали в 3 частях ролика долгосрочного прогноза на 20-25 лет. Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Ключевой вопрос разделения сценариев. Где и когда произойдет формирование вершины волны B? То есть либо здесь, либо вот здесь. И произойдет ли пробой максимума этой вершины, то есть вершины волны B, до существенного пробоя вниз минимума 2022 года. Или вот так, или не произойдет пробоя. Это главные критерии разделения двух сценариев. Обратите внимание, что в обоих сценариях нормой является, по крайней мере, краткосрочный уход доллара в область 90-95 рублей. Это не прогноз, это, скажем так, то есть это норма. Это не обязательно, что он туда уйдет пока. То есть мы будем плотнее смотреть дальше в краткосрочном сценарии. А для серьезного сценария норма является областью ухода в 100-120. Вот сюда. Это как раз и будет отражать возможные колебания нефти вниз, которые мы только что посмотрели. Насколько это реализуемо и при каких условиях, мы сейчас будем говорить. То есть вот эти колебания, то есть насколько они возможны. В корректировке краткосрочного прогноза после анализа выполнения предыдущего февральского прогноза рубля к доллару. Обратите внимание, что вой среди псевдоаналитиков, типа все пропало, Набиуллина предатель и так далее, начался примерно на 75 рублях. Ну, где-то примерно вот здесь. Мы с вами эти уровни прогнозировали заранее, еще в феврале. Они отражают законы движения рынков. А стенания псевдоаналитиков отражают только их собственные ошибки и растерянность. Запомните, как только какой-либо псевдогуру-аналитик начинает кого-то обвинять, переходить на личности или критиковать, это означает, что он растерян и ничего не понимает о том, что происходит на рынке. Он просто сигналит о своих страхах. Рынки, так же как и падение камня или течение воды по руслу, подчинены естественным законам. Другое дело, что эти закономерности не всегда просты и очевидно выглядят. И человек, принимающий решение, неважно, вы это или начальник ЦБ, либо учитывает эти естественные законы, либо нет. В последнем случае он будет либо удивляться течению воды или траектории падения камня, либо пытаться остановить ветер. Коротко напомню наш краткосрочный прогноз, который мы с вами делали в феврале. Для этого перейдем к графику, которым мы пользовались именно тогда, в феврале. Я возьму его из публикации в Дзене, ссылка на этот график есть в тайминге к этому ролику и в его описании. Это тот график рубль-доллар, которым мы пользовались в феврале и который представляет ситуацию такой, какой она была на тот момент. Напомню, что пользоваться необходимо именно сессией Today. И все численные критерии даны именно по этой сессии. В феврале мы с вами прогнозировали, что в конце февраля, вот здесь, в начале марта доллар достигнет уровня 80 рублей плюс-минус 1,5 рубля. Время достижения этого уровня показано на старом графике первой пунктирной красной линии. Вот она. А уровень сопротивления обозначен толстой красной линией. Далее, после достижения этого уровня, мы с вами прогнозировали откат в область 68
примерно вот сюда, плюс-минус 1,5 рубля. И повторный рост в области 84 рубля, плюс-минус 1,5 рубля. То есть вот это вот красная линия. Зеленые цифры 1, 3, 4 и 5, 3, 4 и 5 условно обозначают вероятность того, что возможно формирование импульсной пятиволновки. Раньше мы с вами об этом уже говорили, но я напомню, что условие формирования этого импульса – это не закрытие доллара в месяцах при откате вниз ниже уровня 60. Вот ниже этого уровня. Теперь переходим к сегодняшнему состоянию этого графика, сохраняя всю нашу старую разметку и смотрим на исполнение нашего прогноза. Это текущий график доллара к рублю на 18 мая в месячном представлении. Побольше возьмем его. Вот так. Вот так вот будет. В марте, вот здесь, там, где у нас предполагался первый максимум, доллар после выполнения указанного нами критерия продолжения роста достиг 77,95. Отката практически не было. В днях это была плоская коррекция. Далее в следующем месяце, в апреле, доллар показал новый максимум 83,49. Вот апрель, максимум 83,49. Что чуть выше прогнозируемой зоны 80 рублей. Вот она. Плюс-минус 1,5 рубля. Но хорошо согласуется со вторым максимумом 84 плюс-минус 1,5. Вот эта зона. В итоге тенденция к росту на 2-3 месяца была спрогнозирована верно. Ценовые уровни в общем были указаны верно, с точностью 3-4%. Но не очень точно были спрогнозированы детали динамики, в частности время достижения максимумов. Здесь я хочу сделать замечание по поводу возможности прогнозирования. Прогнозирование цен всегда дает лучшие результаты, чем прогнозирование времени. Если вероятность прогнозирования цен, по крайней мере у меня, находится в диапазоне 75-85%, с точностью 3-5%, то прогнозирование времени всегда дает как минимум 1,5 раза худшие результаты. И очень сложно одновременно достаточно точно спрогнозировать и время, и цены. Далее я не буду так подробно разбирать наши прогнозы. Сейчас я это сделал, чтобы показать вам на конкретном примере, что такое на практике, в реальной жизни означает постоянное мое напоминание о том, что как только мы с вами говорим о прогнозе, то мы всегда обязаны, во-первых, говорить не о точном значении цены, а только о ценовой зоне. А во-вторых, даже если это не прозвучало явно, всегда помнить, что любой прогноз имеет вероятностный характер. Переходим к обновлению прогноза. Здесь я хочу сделать замечание по поводу периодичности роликов. Как вы, наверное, уже заметили, ролики выходят не в хронологии недель, месяцев и так далее. Это психология уплаты процентов по кредитам и сбора налогов. Это удобно для собирателей податей. Но реальность, в которой мы с вами живем, несколько сложнее. Я стараюсь просто не грузить вас излишним мельтешением и назойливым толдычением одного и того же, а стараюсь делать ролики тогда, когда есть необходимость либо кардинально корректировать прогноз, либо когда рынок входит в новую зону разделения сценариев. Сейчас именно вторая ситуация. Поэтому, если ролики вам полезны и вы хотите их увидеть вовремя, то подписывайтесь на канал. Напомню, что основной площадкой для размещения роликов является Дзен. И в первую очередь ролики появляются именно там. Это связано с тем, что несмотря на то, что на YouTube пока чуть-чуть более лучший сервис, в нем выше риск блокировки нашего канала из-за цензуры и высок риск блокировки самой площадки в России. Сценарий из прошлого прогноза немного растянулся во времени, но как и в феврале, когда мы с вами делали предыдущий прогноз, доллар опять находится в зоне разделения сценариев. Этой зоной является диапазон максимума апреля 83,50 и минимум мая, пока сформировавшийся 75,23. Но отметьте, что доллар застабилизировался и перешел к колебаниям как раз в зоне наших красных линий 80-84. Вот они.
Те, кто смотрел предыдущие ролики, наверняка заметили, что апрель, вот он, сформировал слабенькую падающую звезду в месяцах. Падающая звезда – это когда цена закрытия свечи ниже ее середины. Критерий увеличения вероятности падения доллара, пробития дна этой падающей звезды, сработал. Но есть еще несколько факторов, которые немного ослабляют сейчас этот сигнал. Поэтому доллар пока отрисовывает коррективную волну в диапазоне 83.50, 75.23. То есть вот в этой зоне. Граница этого диапазона, то есть вот этого, зона разделения сценариев. Ее пробой вниз будет увеличивать вероятность падения доллара как минимум в область 69 плюс-минус 2 рубля. Ну, примерно вот сюда. Зона помечена светло-зеленой линией. Центр зоны. И в случае пробоя минимума первого квартала 67 рублей. Вот он. 67 рублей. Это минимум первого квартала. Вот здесь. Будет высока вероятность прохода доллара в область 65-60. Пробой минимум первого квартала в 67 рублей очень сильный критерий для увеличения вероятности пробоя доллара минимума 2022 года 49,97. Вот этого. И существенного роста вероятности реализации зеленого сценария из нашего долгосрочного прогноза. Гляньте его, если подзабыли или не смотрели. Ссылки на эти 3 ролика под этим роликом и в его описании. В случае, если минимум квартала не будет пробит в течение второго квартала, то есть вот этот минимум, то критерий увеличения существенного падения доллара сместится в минимум второго квартала, там, где он будет сформирован. Сейчас это пока 75,23. То есть пока минимум квартала, второго квартала находится вот здесь. Этот критерий, пробой минимум второго квартала, если не будет пробит минимум первого, станет действующим, даже если доллар в течение второго квартала сходит в район 93-97. То есть даже если он сходит вот сюда в течение второго квартала. В случае пробоя долларом верхней границы зоны разделения сценариев 83.50, вот этого, с наибольшей вероятностью он сначала стабилизируется в зоне 85 рублей плюс-минус 2 рубля. Но чем дольше доллар будет находиться в диапазоне, в беспробойном нахождении, то есть не пробивая вершину, в диапазоне 83,5, 75,23, то есть вот в этой зоне, чем дольше он будет находиться, не выходя за границы этой зоны, тем выше будет вероятность того, что в случае пробоя вверх этой зоны он может уйти в область 93-97, то есть вот сюда. Особенно высокой эта вероятность станет в случае, если верхняя граница зоны разделения 83.50 будет пробита вверх после окончания второго квартала, то есть после окончания июня. В этом случае хорошей проектировкой для первой существенной остановки доллара будет уровень Фибоначчи в 61 от всего размера коррекции вверх с июня 2022 года по максимум апреля. То есть 61% от всей вот этой вот величины, отложенной от минимума второго квартала, там, где он будет сформирован. То есть вот пока это вот здесь. Я отложил этот Фибоначчи пока от того минимума второго квартала, от того места, там, где он сформировался. То есть от 75 до 23. Если этот сценарий реализуется, то вой среди аналитиков-неудачников разовьется неописуемый. Запомните, как только в вас пытаются вызвать эмоции какими-либо псевдосенсациями или ужимками, то вам пытаются впарить ваш собственный гормональный всплеск, а не поделиться знаниями. Но в любом случае,
Но в любом случае, и при пробое этой зоны вверх в течение мая-июня, и при пробое этой зоны после окончания второго квартала, имеется в виду верхней границы зоны, вот этой, если пробой произойдет в зоне 85 рублей, то есть примерно вот здесь, с очень высокой вероятностью будет зона консолидации. И в ней, в днях и неделях сформируется либо фигура продолжения, либо фигура разворота, анализ которой поможет определить дальнейший краткосрочный сценарий. Удлинение колебаний внутри зоны 83, 85, 75, 23, то есть внутри вот этой зоны, будет увеличивать потенциал движения при выходе вверх, при выходе как вверх, так и вниз из этого диапазона, то есть вот из этого. Сценарий колебаний внутри этого диапазона наиболее вероятный сценарий для ближайших нескольких недель. То есть я полагаю, что колебания внутри этого диапазона в ближайшие недели продолжатся. Поведение доллара в этом диапазоне – это выбор типа формирующейся коррективной волны от роста последних 9-11 месяцев. То есть вот от этого роста. Характер этой формирующейся фигуры в днях или неделях поможет определить наиболее вероятное направление прорыва. Это будет либо фигура продолжения, либо фигура разворота. Но отмечу, что наиболее вероятная конфигурация этой коррективной волны, если смотреть на нее в днях или неделях, в основном в неделях, будет зигзаг. Более высокую вероятность сценария зигзага в неделях диктует принцип чередования. Оба претендента на внутренние первые волны в области июля-ноября, то есть вот здесь, то есть в области июля-ноября 2022 года, в днях и неделях имеют плоские вторые волны, то есть как вот здесь плоская вторая волна, так и вот здесь. Поэтому новые минимумы в долларе, то есть пробой нижней границы зоны разделения сценариев 75-23, то есть вот этой вот границы, несколько более вероятен. Я иллюстрирую вам результаты прогноза на языке классического технического анализа, но в основном эти результаты получены другими, чуть более сложными методами. Факторы влияния на среднесрочную динамику доллара имеется в виду макроэкономические, политические и так далее. Подчеркиваю, сейчас мы говорим только о среднесрочных и краткосрочных факторах влияния на курс доллара. Фундаментальные геоэкономические факторы и трактовки мы с вами рассматривали в роликах долгосрочного прогноза «Золото в долларе», «Золото в рубле» и в долгосрочном прогнозе доллара к рублю. Ключевой краткий среднесрочный экономический фактор влияния на курс доллара к рублю – это цены и объем нашего экспорта. Поскольку он пока еще в большей части сырьевой и в наибольшей степени углеводородный, то сильным фактором являются цены на нефть и газ. Значимое влияние оказывают средние цены за месяц, квартал и год, а краткосрочные колебания цен больше оказывают эмоциональное воздействие. Когда мы с вами будем смотреть сырье, то увидим, что основной вклад в колебания цен на сырье дает инфляция доллара. Ее масштаб мы с вами видели в ролике «Истории цен на золото». За последние 100 лет доллар упал к золоту в 100 раз. Периодическое повышение ставок опускает цены, но не устраняет основную причину – избыточную массу необеспеченных реальным производством долларов. Помимо этого, ресурс повышения процентных ставок практически исчерпал себя. Цены на товары слабо реагируют на повышение ставок, а закредитованные западные бизнесы и потребители уже начинают сыпаться. СВБ банк и First Republic не дадут соврать. Поэтому для поддержания доллара и, соответственно, подавления цен в ход идут избирательные военно-политические методы. Пару лет назад это были известные медицинские меры. Сейчас это спровоцированный Западом военный конфликт в Северном Причерноморье и пляски вокруг потолка госдолга и возможного дефолта Штатов. Основная причина военного конфликта – глобальный, вековой экономический кризис. Но среднесрочно
Сценарии его протекания дефолтом бесия давят на планы развития, а значит на спрос. Ставки Запад еще будет постепенно повышать, поскольку это один из главных инструментов поглощения, то есть глобализации. Но этого недостаточно для давления цен на цены сырья и, соответственно, на ухудшение положения России. Плюс штатам локально необходимо как можно более глубокий провал цен. И в первую очередь на нефть и газ, чтобы, во-первых, снизить уровень цен, с которого начнется рост цен после повышения потолка госдолга, а значит и начало новой эмиссии. А во-вторых, Запад попытается на этом качке цен вниз увеличить вероятность поражения России. Распиаренный так называемый контрнаступ вкупе с дефолтобесием – это как раз элементы попытки краткосрочного понижательного воздействия на конъюнктуру сырьевых рынков. По логике, контрнаступ должен произойти до решения вопроса по потолку. Но только Залужный куда-то пропал. И Зеленский, похоже, уже 2 недели никак не может решиться вернуться в Киев. Авиамодельки самолетиков слетали правильно и вовремя. Теперь у оппонентов асимметрично полные штаны того, о чем не говорят публично. С наибольшей вероятностью я полагаю, что потолок американского долга поднимут. Но если неожиданно вмешается какое-либо событие похожего масштаба, то управляемость ситуации может ускользнуть от владельцев доллара. Это может быть, например, резкое сокращение добычи ОПЕК+, или быстрое, почти мгновенное подавление контрнаступа и угроза полного разгрома укронацистов. Например, сброс Китаем или арабами американского долга. Или покупка каким-нибудь неизвестным игроком циклопических объемов золота. Последнее, как и все остальное, могут делать только суверенные страны с хорошей военной защитой. Частника без крыши государства быстро отловят и укаддафят. Пытаться угадать эти события бессмысленно. Но судя по тому, что газ на американском рынке сейчас близок к минимуму 2020 года и с высокой вероятностью дойдет до этого минимума, а цены на газ в Европе приближаются к максимуму 2020 года, то есть к диапазону 2020, и с высокой вероятностью в прыжке могут сходить в район $100-200 за 1000 кубов, высока угроза того, что Запад попытается на каких-либо инспирированных событиях продавить цены на нефть ниже $45-50. Технически это могут быть уровни $25-30 за баррель. Подробнее мы с этим будем разбираться, когда будем смотреть нефть и газ и посмотрим на них в золоте. Какие бы ни были запланированы возможные действия противоборствующих сторон, рынок вероятность их проявления покажет заранее. Сейчас рынки показывают, что чуть большую вероятность в горизонте ближайших месяца-полутора имеют. Условное штатное повышение потолка госдолга США с последующим увеличением объемов эмиссий и роста ставок. И контрнаступ на уровне локального увеличения интенсивности боевых действий. А более существенные военно-экономические события развернутся ближе к концу лета. Мы с вами, естественно, будем ситуацию отслеживать, прогнозировать и получать опыт спокойных и эффективных действий в нетривиальных ситуациях. Мы с вами еще пока не смотрели индексы, но в последние 3 недели сложилась очень нетривиальная ситуация на фондовых рынках. Практически во всех западных индексах несколько более вероятным является сценарий роста в ближайшие месяцы на 20-30% или колебания у достигнутых уровней. Эта картина почти во всех индексах. И только Dow Jones Industrial стоит особняком. Он находится в очень узкой и очень сильной зоне разделения сценариев. Она ограничена сверху примерно 34 290 пунктами, то есть 34 290 пунктов. И снизу 32 295 пунктами, то есть 32 295. Это нижняя граница. Пробой этой зоны вверх будет означать увеличение вероятности роста на 20-25% в ближайшие месяцы.
Но то, чего нет практически ни в одном другом индексе, это последствия пробоя этой зоны вниз. То есть пробой вниз зоны около 32 925 пунктов. В этом случае резко вырастет вероятность глобального обвала индустриального Доу-Джонса до очень неприятных глубин. Это означает, что именно в акциях, входящих в индустриальный Доу-Джонс, были предприняты какие-то действия, которые учитывают возможность его очень глубокого обвала. Это не обязательно прямые продажи. Могли быть созданы замысловатые комбинации из фьючерсов, опционов и кредитных лимитов. Важно, что эта возможность рынком уже учтена. Это не означает обязательного обвала в индустриальном Доу-Джонсе завтра. Вероятность обвала сильно повысится, только если будет пробита вниз в ближайшие недели зона около 32 925 пунктов. Но если в ближайшее время будет пробита вверх верхняя граница зоны 34 290, то критерий нижней границы утратит свою значимость. Индустриальный Доу – это 30 мастодонтов американской экономики. Это крупнейшие и старейшие компании. Их крупные акционеры – это как раз владельцы так называемого глубинного государства. И если эта категория зашевелилась, то ситуация может развиться в очень серьезные масштабы. Единственный рынок, находящийся в подобной ситуации, это китайский. Там в чуть меньшей мере, но достаточно похожая ситуация в шанхайском индексе и индексе Чина 50. Там тоже, если будут пробиты вниз, соответственно, уровни 3299 для Шанхая и 12750 для Чина 50, ситуация будет чуть мягче, но похожей на штатовскую. Это случай, если будут пробиты эти уровни вниз. Сразу на ум приходит недавний приезд члена Политбюро ЦК КПК в гости к Патрушеву. Парни что-то обсудили. По всей видимости, что-то может произойти в Китае. А может быть и у нас, и у них. Вторая трактовка, что начинает происходить что-то в Штатах. С учетом степени связанности американской и китайской экономик, Китай это может крепко зацепить. Поэтому парни и решили сверить часы. Плюс всплывает в памяти недавнее предупреждение Патрушева, наших заокеанских противников, о том, что Россия дважды спасала Штаты от разрушения, но больше этого делать не будет. А Патрушев публично говорит очень редко. Но если говорит, то относиться к этому нужно очень серьезно. Мы с вами еще пока не смотрели индексы, но и по плану дойдем до них своим чередом. Просто сейчас сложилась чрезвычайно показательная ситуация демонстрации преимуществ золотого отображения. В нем картина вероятности обвала Доу сформировалась на 2 месяца раньше, чем в долларах, и она в золоте гораздо сильнее и гораздо ярче выражена. И даже если Доу сходит в долларах вверх на 20-25%, его картина в золоте не изменит своего значения и мрачности. И все критерии увеличения вероятности обвала Доу в золоте останутся в силе. Если события начнут развиваться быстро, то мы с вами досрочно посмотрим и разберем Доу подробно. И посмотрим, как он выглядит в золоте. И что на самом деле означает его текущее состояние. Но пока будем идти по нашему плану. В следующем ролике, как я упомянул ранее, мы с вами количественно опишем структуру долгосрочных сбережений и долгосрочного капитала в разрезе золото, доллар, рубль. А также сформулируем алгоритм или правила управления этой структурой. Помимо этого, мы с вами на основе того, что уже посмотрели на канале, обозначим способы определения при помощи золота наиболее безопасных возможных направлений инвестирования из сберегательного капитала. На языке корпоративных финансов это будет звучать как роль золота и золотого представления рынков в разработке глобальной и среднесрочной стратегии бизнеса. Следующий ролик будет второй частью апрельского ролика, часть 1, золото, доллар, рубль, как сохранить стоимость, и так далее. Я постараюсь уместить все в одном ролике.
Но если он будет получаться слишком большим, то я разобью его на две части. Условно на вторую и третью часть апрельского ролика. Также одновременно с этим роликом я начну размещать на Дзене периодически обновляемую таблицу со структурой консервативного капитала и конкретным планом действий по управлению ей и с оценкой результатов управления. Постепенно в будущем таблица структуры консервативного капитала расширится таким возможным направлением инвестирования, как недвижимость. На корпоративном языке это в первом приближении основные фонды. А также мы постепенно добавим другие драгоценные металлы, облигации в разных валютах, сырье и фондовые рынки ключевых стран. После следующего ролика или его двух частей, если я не влезу в один ролик, мы начнем смотреть нефть, газ и прочее сырье, посмотрим еще несколько валют, включая юань и индийскую рупию, потом недвижку, облигации и перейдем к фондовым рынкам. По мере рассмотрения этих направлений наша с вами таблица долгосрочной структуры капитала будет постепенно расширяться. Постепенно рассматривая рынки, мы с вами будем строить возможные расширения консервативного портфеля сбережений. От наиболее консервативной структуры к рассмотрению возможностей ее постепенного дополнения менее консервативными, но более доходными составляющими. То есть портфель не будет кардинально меняться, а только лишь постепенно расширяться на новые сегменты. Он будет пригоден как для суперконсервативных инвесторов, они просто могут не учитывать расширение, так и для менее консервативных инвесторов, они могут рассмотреть для себя эти расширения. Ну, дальше вам будет более понятно. При этом они смогут осмысленно управлять степенью своей консервативности через размер доли инвестирования капитала в другие направления. То есть портфель через ограничение или расширение направлений инвестирования, как пример, будет пригоден для любой категории инвесторов. Соответственно, и статистика результатов будет идти раздельная, с учетом более или менее консервативной структуры. По времени рассмотрения рынков я стараюсь идти так, чтобы момент рассмотрения какого-либо направления был актуален для размышления над собственными действиями. Сразу хочу успокоить тех, кто боится куда-то опоздать. Во-первых, сейчас, на мой взгляд, для тех инвесторов, которые рассматривают возможность изменения структуры своих сбережений, но не чаще, чем раз в месяц или раз в квартал, в горизонте 2-6 кварталов наиболее эффективная в нынешних условиях позиция – это сберегательная позиция с наибольшей ликвидностью. Причем, как вы увидите в следующем ролике, это позиция ожидания в основном в золоте. То есть это позиция ожидания наиболее безопасных условий для среднего и долгосрочного инвестирования. В какой-то степени, не совсем буквально, но я ожидаю в ближайшие несколько кварталов условно квазиприватизационных возможностей для открытия позиций. Вернее, для приоткрытия, если помнить о консерватизме и об осторожности. Подчеркиваю, это относится к инвесторам с частотой принятия решений месяц-квартал. Месяц-квартал. У тех, кто работает на еженедельной или ежедневной основе, ситуация несколько иная. Именно эти различия станут более понятны после следующего ролика и постепенного расширения таблицы структуры капитала. На этом разрешите извиниться, если заставил вас излишне наморщить лоб, пожелать вам спокойной и вдумчивой созерцательности и попрощаться с вами. До новых встреч на нашем канале.